Друзья, всем буэнос тардес из жаркого города Асунсьон, Республики Парагвай. Меня зовут Артем Лорес, и я являюсь руководителем компании Latino Russo. В данном видео я хочу вам показать на своем примере, как происходит подача на временный вид на жительство Парагвая, а также на седулу. Седула – это внутренний паспорт Парагвая. Имея данную седулу, вы сможете уже спокойно приезжать в Парагвай, то есть чтобы здесь, какая бы политическая ситуация здесь там или в вашей стране не была, или экономическая, то есть вы можете спокойно сюда приехать, жить. Вот. И также седула Парагвая вам дает возможность открытия бизнеса в Парагвае, там, не знаю, там, учиться, жениться, работать, то есть, в принципе, спокойно сможете здесь уже жить легально. Очень часто люди задают вопросы мне и моей команде: Артем, а зачем нам вообще вот внутренний паспорт Парагвая, зачем нам это ВНЖ, мы хотим гражданство. Вот. Ну, я всем сразу объясню то, что должно пройти некоторые пункты, которых не избежать, то есть это сначала получение ВНЖ и внутреннего паспорта, потом это получение ПМЖ и потом уже подача непосредственно на гражданство. Что вам даст уже внутренний паспорт, то есть она еще называется в Парагвае седула. Во-первых, вы сможете беспрепятственно ездить по странам Меркосур, то есть в принципе уже не засвечивая свой внутренний паспорт, то есть для кого-то это важно. Также вы сможете здесь вести бизнес, учиться, работать, жениться, то есть открывать счета, то есть в принципе все возможности тоже вам будут открыты. Также многих людей интересует, как можно открыть, допустим, бизнес в Парагвае и зачем это нужно. То есть в чем плюс бизнеса Парагвая? То, что здесь достаточно лояльно и низкое налогообложение. Если вы работаете в интернете, то у вас будет нулевая ставка налогов, то есть вообще вы не будете платить налог. Если вы работаете классическим бизнесом, занимаетесь, неважно в Парагвае или там где-то за границей, просто сюда завели свой бизнес, то вы будете платить налог в размере всего 10%. Я думаю, это неплохо. Также к нам часто обращаются граждане России, проживающие в США и ведущие бизнес там. То есть им интересна оптимизация налогообложения. Если они получают парагвайскую седулу, то они уже могут вести бизнес здесь и платить пониженный налог, а не такой большой налог, как в США. Еще одним плюсом обладания парагвайской седулой является то, что вы сможете беспрепятственно получить визу в США буквально за 2 дня. То есть у нас уже есть несколько кейсов клиентов, которых мы записывали в посольство США в Парагвае, уже как резидентов Парагвая. И они спокойно на следующий день получали визу США, вклеивается она в российский паспорт, вот, потому что люди пытались даже подаваться через другие страны, их даже не записывали в посольство. А тут без проблем мы все это оформили, буквально это заняло 2 дня, так что вот еще один вам плюс обладания вот этой седулой. И ровно та же схема работает и с шенгенскими визами, то есть также клиенты записываются уже как резиденты Парагвая, то есть, потому что, кто знает, тот поймет, многие сейчас сталкиваются в связи с текущей ситуацией с проблемами в получении шенгенских виз. Часто людям дают, либо вообще отказывают, либо дают на неделю, на 2 недели, то есть, а вас уже рассматривают как резидента Парагвая, и у нас есть кейсы получения нашими клиентами шенгенов кому-то на 2, на 3 года, вот, и были случаи даже на 5 лет. Ну что, друзья, наше путешествие начинается. Сейчас мы держим путь в Интерпол, где будем брать справку о том, что я не нахожусь в международном розыске. Так, ну что, сейчас мы приехали в Интерпол, вот, само здание непосредственно, и мы будем сдавать отпечатки пальцев, и нам дадут справку о том, что я не нахожусь сейчас в международном розыске. Так что, пойдем. Так, ну что, мы продолжаем оформление ВНЖ Парагвая вот, на фоне вот такого аутентичного броневика, который принадлежит Интерполу. Сейчас я сдал отпечатки пальцев и будем ждать справку из Интерпола. Да, друзья, решили показать вам немножко парагвайской реальности. То есть здесь есть такое понятие маньяна, это означает на испанском завтра, транкила, это означает спокойствие. То есть, вот здесь вот даже вот такие собаки, вот мы решили вам показать. То есть собака спокойно свесилась с забора и отдыхает, загорает, потому что в Асунсьоне сейчас очень жарко, порядка 40 градусов, но на самом деле это ощущается просто душно, то есть здесь не жарко, жить можно, вот душно, и вот, видимо, собачка решила отдохнуть. Так, ну что, часть работы мы выполнили, я сейчас получил справку из Интерпола, вот так она выглядит. Официально этот документ дается в течение 3 дней, но нам его выдали примерно минут за 40, так что
у нас есть такие возможности, мы знаем волшебное слово, и с нами данная работа пройдет у вас гораздо быстрее и комфортнее. Так, ну что, сейчас мы находимся в информационном центре местной парагвайской полиции. Здесь мы также возьмем справку, но уже о том, что на мне нет никаких уголовных дел или у меня нет проблем с законом именно непосредственно в Парагвае. Вот. Эта справка также дается в течение дня, но с помощью нашей волшебной палочки мы получим минут за 10, за 15. Так, ну что, как говорится, обед по расписанию, чтобы не случилось. Вот, зашли, сделали небольшой перерывчик, набрали вот такой вкусной парагвайской еды. Сейчас пообедаем и продолжаем наш вояж. Так, ну давайте сейчас расскажем, что у нас происходит. То есть мы приехали в вот такую нотариальную контору, где оставили доверенность на нашего юриста для получения ВНЖ и парагвайского внутреннего паспорта в мое отсутствие. То есть, чтобы людям не ждать в Парагвае там 1,5-2 месяца, просто делаем доверенность, и наш представитель получает уже в Миграсьонес и в полиции все нужные документы, и мы уже отправляем вам в любую точку земного шара, где вы находитесь. Спасибо. Друзья, всем буэнос диас. Ну что, у нас сегодня второй день работы над моей подачей на ВНЖ и внутренний паспорт Парагвая. Так что сейчас мы выезжаем опять по учреждениям и будем дальше проходить эту процедуру. Ну а также я напоминаю вам, что я и моя команда, мы как раз занимаемся помощью в получении гражданства Парагвая. Это оформление временного вида на жительство Парагвая, внутреннего паспорта Парагвая, также парагвайского ПМЖ, и подаем на гражданство. Так что обращайтесь, ссылки все будут в описании, там все наши контакты, сайт. Заходите, читайте, оставляйте заявки. И также есть ссылки на наши мессенджеры. Переходите, пишите, нужна консультация, и наши менеджеры с радостью вас проконсультируют. Ну что, сейчас мы находимся в департаменте регистрации иностранцев. Здесь мы делаем карточку о регистрации иностранцев, которая будет подтверждать мое легальное нахождение в Парагвае для получения гражданства. Ну вот, наконец, мы получили карточку регистрации иностранца. Вот так она выглядит. То есть для того, чтобы ее получить, мне необходимо было получить справку в Интерполе и зарегистрироваться в Парагвае по месту жительства. То есть теперь я здесь нахожусь абсолютно легально, и данная карточка дает мне право на получение парагвайского внутреннего паспорта. А также я напоминаю вам, что, обратившись в нашу компанию, вы получите справку с Интерпола моментально, ну буквально там за час, за два, вместо положенных 3-4 дней. И мы сделаем вам официальную регистрацию в Парагвае, которая необходима иностранцам для получения паспорта Парагвая. Сейчас мы приехали в департамент национальной полиции, где мы завизировали все полученные ранее нами справки. Двигаемся дальше. Если вы когда-нибудь путешествовали по Латинской Америке, то, наверное, сталкивались с тем, что местное население совершенно не разговаривает на английском языке. То есть для просто решения каких-то бытовых вопросов вам нужен испанский язык. Ну а если вы придете вот в какой-нибудь из государственных учреждений, то с вами там даже никто разговаривать не станет. Они вас будут тупо не понимать, ну и вы не сможете решить ни один вопрос. Именно поэтому в нашей команде есть юристы-адвокаты, которые разговаривают и на русском, и на испанском языке. Эти люди живут здесь уже по 5 лет и более, являются профессионалами, имеют юридическое образование. И поэтому они помогут вам легко и быстро решить все бюрократические вопросы и сдать все нужные документы. Рядом с Министерством внутренних дел города Асунсьон находится вот такой прекрасный кафедральный собор. Так как Парагвай является бывшей испанской колонией, в Асунсьоне очень много есть красивых зданий колониального стиля. Ну что, мы наконец прибыли на финальную точку, это Миграсьонес. Здесь мы будем подавать сейчас документы на ВНЖ, и мне дадут прекария, который уже будет моим легальным статусом в Парагвае. С прекарией я смогу уже путешествовать по Южной Америке спокойно и проживать в Парагвае полгода. Ну а Миграсьонес нас встречает вот такой индеец, это местное племя Гуарани, то есть это коренные жители Парагвая. То есть вот такой человек
в интересной одежде и перьях. Ну и пойдемте купим у него какой-нибудь сувенир. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Mucho gusto. No pasarán. Ну что, наша работа подошла к концу. Мы собрали все документы, завизировали и сдали их в Миграсьонес. И в результате этого я получил вот такую резиденцию. Она называется резиденция Прикария и действует до момента выдачи временного вида на жительство в Республике Парагвай. Имея на руках данный документ, я уже могу спокойно, легально проживать в Парагвае, а также путешествовать с ним по странам Латинской Америки. Ну а заканчиваем мы традиционно на нашей любимой локации, куда мы привозим всех наших клиентов в конце нашего пути. За моей спиной президентский дворец и вот такая красивая красно-белая надпись «Асунсьон». Ну а я напоминаю вам, что наша компания Latino Russa занимается помощью в получении гражданства Парагвая, а также Республики Аргентина. На нашем сайте latinorussa.com вы сможете найти всю подробную информацию про гражданство Аргентины и гражданство Парагвая, а также оставить заявку, и наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. И у меня есть к вам большая просьба. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки к нашим видео, ну и также оставляйте любые комментарии, нам это очень важно для продвижения канала. А мы за это будем радовать вас новым интересным контентом.